Привет! Мы находимся на знаменитом бренде компания Unox, которая производит печки конвекционные, также всякие разные с нами. Андреа, который нам сегодня покажет и чуть-чуть расскажет. Он говорит чуть-чуть по-русски. Мы сейчас находимся около какой печки? Это колонна, создана из Speedex, который пароконвектомат с микроволном из автоматической мойки, и внизу горячий холодильник Эвере. Идея какова? Готовить очень быстро, либо с микроволнами, либо готовить как в пароконвектомате и потом положить нашу еду в горячем холодильнике на хранение. Так что либо мы готовим очень быстро, либо продукт уже готов. На хранение. Прошу заметить, микроволны работают только вот до этого уровня, только на первом уровне. Дальше это обычная печка, и также у нее есть автоклининг, правильно? Да, автоматический. Автоклининг, чего многие другие производители не имеют. Совершенно верно. Дальше, Андреа, пройдем к новинке, которая является Бейкери. Я слышал по рассказам, что это компания Lidl вместе с кем попросила? Aldi попросил. Aldi и Lidl. То есть Aldi и Lidl — это два немецких больших ритейла. Вот. Была проблема так, что вот такого типа печки имели только в районе 16-17 уровней, и продуктивность всегда, каждый сантиметр в большой сети, это важно. Вот, Андреа, расскажи, почему именно ваша печка привлекла, ваша разработка, и как вы придумали вообще ее производить? Это было желание и просьба клиента, или это вы сами придумали? Это была просьба наших больших клиентов, потому что мы всегда слушаем наших клиентов, и они попросили нас сделать при такой высоте колонна с максимальным количеством противней. Поэтому мы разработали эту солюцию. Это колонна 12 противней плюс 6 противней. То есть вместе 18 целых противней, да. При том же размере, что у конкурента влезает только 16 или при самом лучшем раскладе 17. То есть мы всегда можем на принципе 20 багет выпечь больше, правильно? Да. Или там, на 10 багет. Багет или хлеб, то, что мы хотим. Хорошо. А как удобно вообще загружать в такую печку продукт? Очень удобно. Это через тележку. Так что изначально мы ставим все наши противни в тележку и потом вкатываем внутри. То есть открыть можно, или она сейчас в работе? То есть, если бы у нас сейчас была тележка, мы подъехали, подкатили, и видите, вот здесь вот конструкции, такие вот роликовые колесики, которые позволяют тележке сразу вытащить, чтобы это все не перекладывать. Все, что перекладывается, это тратится время и портит продукт. Вот. В общем, есть такая колонна, интересная будет для таких побольше чуть-чуть производителей или какой-то торговой сети или ритейл-магазину. А вот новинка. Я помню, мы когда были на заводе, видели только прототип, и нам даже запрещали его дотрагиваться и фотографировать. А теперь можно, наконец-то. Мы приехали через 2 года на выставку Хост. Вот немножко расскажи про вот такую печку. Это улучшение наше предыдущее поколение пароконвектоматов Beker-Top и Chef-Top. Называются Beker-Top X и Chef-Top X. Есть механические улучшения. Например, мы добавили один вентилятор у каждой печи, и вентилятор даже быстрее крутится, поэтому потоки воздуха стали лучше. Естественно, можно регулировать скорость. Конечно. А сколько уровней скоростей имеет печка? Если у предыдущего поколения 4 плюс 4, тут это 7. Да? Плюс 7 или просто 7? Не, когда я говорю 4 плюс 4, это динамичные 4 и полустатические 4. Давайте 4, чтобы что-нибудь деликатное тоже есть возможность выпечь? Конечно. Вот расскажи немножко про деликатную выпечку. Про деликатную, я бы сказал, макаронцы. Уже хорошо получились. Уже хорошо. Топ, да. Но тут даже лучше, потому что больше скоростей
И самое минимальное... Ну а статически можно тоже включить или все-таки есть? Полустатический. Это значит, что крутится, Но в обратную сторону. ожидает, и потом в обратную сторону. Ну, это шутка, конечно, что в обратную сторону. Но, конечно, у нее есть реверс. Он крутит часть времени вперед, часть времени назад. За счет этого достигается максимальный эффект. Но тут главная фишка – это не механическое улучшение, а внедрение искусственного интеллекта в печи. Так что вы видите, панель очень красивая. Поэтому мы можем представить, что Андреа это просто голограмма, это на самом деле не настоящий человек. Да, совершенно верно. Или все-таки пару настоящий примеров. человек. Пару примеров. Во-первых, Не, есть он живой. Живой, Точно, живой, точно живой, не голограмма. голосовое управление, Но, да. либо он постоянно спрашивает обратную связь. Когда мы готовим, да, в конце приготовления, когда есть уже сохраненные программы, он спрашивает, потому что то, что для меня это очень хорошо приготовлено, наверное, для вас нет. Поэтому он спрашивает обратную связь, и если мы говорим «да», все хорошо, он сохраняет вот эту программу. Если нет, он задает вопросы, чтобы следующее То приготовление... есть такое можно еще удовлетворять. поболтать с печкой. Абсолютно. Она, то есть, скажем, станет не только таким помощником, но и другом. Мы улучшили систему автоматической мойки, которая позволяет экономить воду и моющие средства. А сколько разных уровней моек есть в данной печке? Есть, По-моему, раньше было 4, если не да, ну ошибаюсь. это то же самое, тоже советует. Дело в том, что мы внедрили бак, вот здесь низкая Да. часть печи, который рециклирует последнюю воду цикла. Да, да. Потому что мы Она знаем, почищает. что Она почти ополаскивание, чистая, в да. принципе, это чисто. Почти чисто, да. Скажи, а вот химия та же используется, как для предыдущих XK? Совершенно верно. То есть вот сюда мы вот как-то- открываем, смотрите, А. тут ящик для моющего средства. Да, а вот это тут что за даже второй? добавили фильтр для очистки воды. Это тоже как опционально. Насколько примерно хватает одного фильтра? Это не раз в опционально, год? Это уже по стандарту внутри печи. Зависит от использования, конечно. Но, конечно, на 2-3-4 месяца точно. Да, при массивной. Массивный, да. Ну, то есть, в принципе, если такой лайтовый, то может хватить и на год. Да, Ну, да, все да, за месяц. конечно. Она сама считает циклы, сама считает, сколько она через себя прогнала. Да, и дисплей показывает постоянно вот процент Да. фильтра, который остается, чтобы Ну и как в было лучших понятно. традициях осталась же, наверное, LED-подсветка, защитное стекло, Трой- уже тройное, правильно? Да, и очень легко открыть, То есть- помыть и закрыть. Мы добавили тут магнит, Магнит. который очень легко. Ну да, раньше надо было немножко, И да. еще, опять же, закрытие хлопком. Да, не надо поворачивать ручку, Нет, как в классической версии И мы Unox. добавили душ, который в бекертопе это опционально, но в шефтоп там есть душ. Да, а скажи, вот я когда-то раньше видел, что на вентиляторы можно докупить было дополнительную накладку, чтобы фен меньше дул. Она осталась для этой Для этого печки? нет, потому что вот Она у нее есть- так есть да, первая, низкая скорость. первая скорость, которая, в принципе, уже не надо. Совершенно То есть вот верно. эту простую железку, она ушла в прошлое для Это этой на печки. простые модели. Это Да, на простые модели. да, отлично. А вот я вижу сверху Тен, это какая-то коптилка или что это? Совершенно верно. Ой, Спасибо. видишь, я заметил, я думаю, ну... Спасибо за да. вопрос. Очень важно. Сейчас Да, вот мы эта вот можем- вещь, смотрите, она не горячая? Нет. Не горячая. Мы Вот. можем, во-первых, получить хороший дым только через 5 минут, и мы Да. можем делать и горячее, и холодное копчение, которое это очень Да, но это нужно какая-то маленькая коробочка, Коробка которая там, металлическая, да. которая крепится в верхнюю часть. Просто я знаю у многих других печек, да, я вот сколько сейчас начинаю думать об этом, вспоминать, онлайн причем все происходит, что Тен обычно где-то был внизу, и он был неудобен. Все время или противнем его бьешь, или что-то происходит. То есть компания Unox придумала его вывести вверх, и я думаю, что это более удобно, Намного более удобно. чем конечно. даже у большого крупного бренда, который нельзя здесь называть. Совершенно верно. Да, да. И спасибо, что не называете. Так нельзя называть его. Есть же Unox. Вот. Сейчас подойдем, это уже такое современное. Тут это мир с микроволнами.
Есть такой мир с микроволнами? Да, конечно. Мы думали только с бактериями. Микроволны это везде. Тут мы же пользуем Wi-Fi, правильно? Вот сейчас между нами точно микроволны происходят. Вот. Расскажи про спидованы и чем они славятся, и чем У нас отличаются. 3 модели с микроволнами. Первая, это которые мы выпустили на рынок, если память не ошибается, не изменяет. Ну, 6 лет назад. 7 лет назад, да, мне тоже кажется. А что такое? На 3 уровня тут, раз, два, три, это очень, попросту, конвекционная печь. А на 1 уровень есть конвекция плюс микроволновка. Большая камера, можно поместить 4 большие сэндвичи, поэтому где поток клиентов. Я где-то видел, вот ходил тут по Милану в аутлете, и я видел в одном месте, где сэндвичи просто лежат в витрине, и их в Unox-печку вот так вот ставили на подносик. Ну, даже в аэропорту Мальпензи Да, очень да. много этих печей. Да. Ну и вообще аэропорты – это то место, где нужно очень быстро покормить. Буквально перед отлетом есть 5-10 минут, чтобы не опоздать на рейс. И эта вот печка действительно там будет. Ну и на заправку, да. Пока там заправляешь машину, или зашел ребенок в туалет, или сам в туалет зашел, или ты без ребенка с пацанами приехал. Каждый может взять по сэндвичу, и это происходит за минуты, и не надо ждать долгие очереди. Да. А маленькая? Вторая модель это, в принципе, то же самое, просто мы делали поменьше, потому что клиенты просили простая, но красивая и удобная печь с микроволнами, но чуть поменьше. Так что тут против. Тут одно блюдо, да, где-то можно? Но зато она, наверное, немножко быстрее делает продукт, чем тут, да, или нет? Да, ну, Чуть-чуть быстрее. чуть-чуть Же быстрее, все-таки тут потому что одно камера блюдо. быстрее нагревается. Да, да. Дисплей очень удобный, очень красиво, смотрите. Можно сохранить Это очень программу. важно, да, потому что часто нажимаешь, он глючит у Unox. Давай немножко расскажем, вот сейчас уже поняли это все, что Unox один из немногих заводов и компаний, которые, в принципе, имеют полный цикл производства. То есть от производства там ручек вот данных, да, каких-то пластиков, до панели управления, и также платы, мы были на заводе, видели, стекло и нержавейка. Вот расскажи немножко про историю вот такую, которая вам помогла выйти в лидеры, допустим, в пандемию. Это я точно знаю, что вы увеличили свой оборот за счет того, что у всех остальных были проблемы с поставками. Я сам помню, когда я заказывал печку X и ждал 7 месяцев, даже 8 месяцев, а это просто невозможно для ресторатора ждать 7-8 месяцев, если у тебя печка сломалась. Вот расскажи про вот эту историю успеха Unox и правильную стратегию. Ну, с 2000 года мы приняли решение питаться все сами производители. Так что правильно рассказали. Ну, практически, наверное. Да, мы производим 95% всех компонентов для наших печей. Что-то еще мы не изготавливаем сами. Допустим, наверное, вот какие-то решения. Моторы. Но на следующей модели мотор будет наш. Уже так свой. Что тенденция, да, свой. И совершенно верно, во время ковида, когда были очень много проблем с поставками компонентов, то факт, что мы сами практически все производим, дал нам большой импульс, чтобы увеличивать наши продажи. Ну и все ваши дилеры, такие как мы и другие, были очень рады партнерству такому, потому что можно было получить вот так вот, без срывок поставок. Даже вот в таком наплыве, который был у ребят, они все равно в пару недель, в месяц выполняли свои обязательства перед нами. И имели также самые детали на складе. Ну вот, то есть расскажи, вот какие, вот сколько заводов вам принадлежит? Подзаводов вокруг вашего основного завода? Ну, очень много. В группу компании Unox есть очень много заводов, в порядке 10. Есть компания, которая обрабатывает металл, компания, которая производит пластмассовые изделия, которая производит моющие средства. Не только моющие средства, но сами мы делаем бутылки для моющих средств. Я видел, кстати, это было на Электронные производстве. части есть. Да, я видел там, причем очень много женщин работают, сидят девушки и паяют платы. Это такая ручная работа, действительно, никакой не робот. Совершенно верно. Есть наш собственный департамент для IT, поэтому мы постоянно разрабатываем новые Технологии. системы, технологии и так далее.
Поэтому... Ну, то есть, наверное, и стекло какое-то делаете, и сами производите химию, я так понимаю. Химию, конечно, Саму химию, которую Unox не то что рекомендует, а настаивает. Если вы хотите иметь гарантию от дилера, то вы должны обязательно пользоваться правильной химией и уметь ухаживать за своей печкой. Совершенно верно, потому что она специально разработана для наших печей. Ну да. То есть я смотрю, еще есть возможность установить конденсатные зонты. Вот сейчас подойдем и немножко расскажем, и, наверное, закончим наш обзор. Вот у нас, допустим, есть сеть заправок, очень популярная в регионе Скандинавии, Прибалтики, Circle K. Какие печки там стоят? К чему мы привыкли? Круассан откуда мы получаем? Булочку утреннюю с кофе. От наших бекертопов. Да, то есть эта компания Unox поставляет в весь регион эксклюзивно вот эти печки. И совершенно верно, есть зонты, где нет общего вентиляции, можно добавить зонт отдельно, которая очень сильно помогает и упрощает процесс. Мы сейчас вот расскажем, что это вот первое, зажмем палец. Это заправочные станции. Если мы зайдем на любой вот наш Circle K или бывший Statoil, то мы увидим, что печка стоит в любом месте зала, и она может выпекать, не имея запахи, дым и все остальное. Как происходит процесс? Тут это... Как происходит процесс? Есть конденсатор, так что... Давайте так, грязный воздух попадает в этот конденсатор, там есть через воду, мы очищаем воздух, который очень чисто выходит отсюда, а грязная вода через канализацию... Просто уходит в канализацию. Да. То есть, грубо говоря, зашел дым, ушла вниз грязная вода, в зал вышел чистый воздух. Чистый. Без запахов и без дыма. И прохладно, не горячий, естественно. Да, вот теперь представим старый город Венеции, где что? Допустим, в подвале находится кухня. Да. И там нет общей вентиляции. Потому что там 500 лет назад не задумывались о том, что мы с тобой будем такие модные и современные, с искусственным интеллектом общаться, и что нам нужно будет выпекать булочку в подвальном помещении, где раньше хранилось зерно. Тогда дальше не было параконвектоматов, это, ну, конечно. Да, то есть вот для таких решений, для подвальных помещений или там, где стоит коммуникации вывести гораздо дороже, чем такой зонтик. Такой зонтик в районе 2000 в ритейле, в зависимости от комплектации, от дилера стоит, да? А представьте, что вытяжная система стоит 40 тысяч евро, чтобы вытащить это на 5-й этаж и не портить соседям настроение. Мне кажется, решение с конденсатным зонтом, оно вот такое. Многие даже просто калькулятор считают, мне вот оттуда трубу сюда тянуть гораздо дороже, чем вот такой зонт взять. Да, и все. Простое решение. И, по-моему, когда дверь открываешь, тогда он срабатывает. Он все время не сосет, не тратит электричество. Не только когда открываем дверь. Да. То есть все продумано. Там стоят сенсоры, там есть внутренняя труба, которая выпускает воздух при давлении, да? Она тоже попадает в нее. И если мы открываем дверь, то тоже вот именно в момент открытия вот мы слышим, как зашумел вентилятор, и дым, и пар зашел туда. Тут, когда в колонне мы видим, что, во-первых, есть защита, когда открываем, там есть труба, которая вот выводит горячий воздух туда и очищается. Ну вот, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы закончим наш обзорчик. И большое спасибо Андре. Он, как всегда, очень милый, приятен в разговоре и всегда объяснит. Поэтому обращайтесь в компанию Griffin за печками Unox и enjoy. Enjoy. Griffin GT. Твой проверенный партнер в гастромире.